Вообще игры, которые вас не только развлекают, а еще и знакомят с разными культурными особенностями, в том числе других народов, это, по-моему, отдельный вид удовольствия. Сегодня как раз будет такая игра. Итак, всем привет, с вами Юра, вы смотрите Geekmedia. На столе у меня сегодня настольная игра Dabawala, которая расскажет вам про доставщиков еды, которых называют Dabawala, и работают они массово в Мумбаи. Вообще, эта система появилась в конце 19 века с того, что один из бизнесменов решил нанять себе работника, который ему из дома бы доставлял еду горячую, чтобы он мог в офисе спокойно пообедать. И вот теперь по Мумбаи уже шастают тысячи таких работников, которые организовали свой бизнес и координируют свои действия друг с другом, помечают специальные такие контейнеры, которые называются как раз даба железные, в которых разными ярусами лежит еда, различными цветовыми кодами, циферками и так далее, для того, чтобы как можно быстрее на шумных и заполненных народом улицах Мумбаи доставлять еду по разным офисам. В этой игре вы как раз будете одним из таких доставщиков, и у вас есть возможность играть либо с переносным контейнером, либо с тележкой, либо вы можете взять себе огромный велосипед с прицепом или большую повозочку. В зависимости от этого у вас немножко по-разному будет складываться игра. На мой взгляд, интереснее всего играть вот на этом планшете, потому что он заставляет вас шевелить мозгами и при этом дает достаточно много возможностей получить много победных очков. Каждый игрок в начале игры получит себе, кроме вот этого планшетика, еще две карты. Вот такие вот. Это карты как раз с дабами. У меня вот они, видите, попались две зелененькие, одна единичка, одна двоечка. И выставляет свой жетон Dabawala на одну из клеточек Мумбаи. Игра сама по себе будет проходить два этапа. Первый этап — это когда вы будете себе набирать разные вот эти вот геометрические жетоны, тетрисинки, полиминошки на свой планшетик, разъезжая по городу и собирая карты. А вторая, у вас перевернется этот планшет на другую сторону, и это будет уже вторая часть подсчетом очков, но при этом это не обычный подсчет очков, как обычно, когда вы просто все посчитали, а это будет подсчет очков, когда каждый из вас будет разыгрывать карты, чтобы увеличить ценность каждого яруса вот этих вот Dabawal, которые у вас есть. Как вы видите, там достаточно много может быть ярусов на вашем прицепчике или вашей тележке. Хотелось бы отметить, что игра сама по себе идет вот с такими картонными органайзерами, которые достаточно удобно все дело закрывают, хранят и сразу выкладываются на стол. И вы можете спокойненько все зафиксировать. Ничего не должно никуда рассыпаться, как бы, если коробочка лежит, но у вас никуда ничего не денется. Плюс, соответственно, вот эти вот крышечки сами становятся закрывашками для этих коробочек. А вот здесь у вас памятка по игре. Кроме того, каждый игрок получит себе 6 удостоверений. Такие водительские удостоверения, которые вы сможете использовать для того, чтобы пропускать клетки на планшетике. Но если вы их не потратите, также получите победные очки. И там еще будет чай. Короче, давайте разбираться, как играть в Dabawala. Итак, каждый ход игрок будет делать следующее. Он возьмет своего дабу и сможет передвинуть его либо по часовой стрелке, либо по часовой стрелке на одну клеточку бесплатно. Но если он хочет пропускать клеточки, то он будет класть на карты, которые хочет пропустить, вот эти вот жетоны прав. Если я, например, хочу взять вот эту вот карту, то мне придется вот на ту карту положить жетон прав, и тот, кто заберет ту карту, возьмет вместе еще и вот этот документик с собой, и тем самым, может быть, получит победные очки дополнительно. Как же мы будем все здесь размещать? Я, например, поеду вот сюда и возьму вот эту карту. Далее, с учетом двух карт, которые у меня есть на руках, я могу разыграть любую из них. И если я хочу разыграть себе вот эту, и я выложу ее сюда в свой личный сброс, я возьму соответствующий жетончик полиминошки и выложу его куда-то здесь. Вот выложил вот так. Карта сразу открывается новая, ходят другие игроки, и в следующий свой ход я смогу взять еще одну какую-то карту, например, вот эту, пропустив вот эту штучку, заберу ее себе, а выложу с руки вот эту штуку и разыграю единичку зелененькую. И вот здесь начинается такая штука, что хитрые Dabawala, кроме того, что на своих тележках и во всех вот этих вот конструкциях ставят дабы, вот эти вот железные бидончики, они еще и между ними размещают другие разные продукты, в данном случае чай. И если вам удается совместить две полиминошечки на одном уровне, чтобы у вас получился чай, вот такой вот, вы себе возьмете жетончик чая. Жетоны чая — это разные полезные штуки, которые могут приходиться вам во время игры. На голубом фоне они нужны будут в первом этапе, на красном фоне нужны будут во втором этапе. И вот эта штука мне говорит, например, если бы я ее взял, сказал бы сразу: возьми себе, если хочешь потратить этот чай, один синенький жетончик и сразу положи его. И я бы его впихнул бы себе вот сюда, чтобы закрыть себе лишнюю клеточку дополнительную. Но каждый жетон непотраченного чая принесет вам 2 победных очка в игре, так что растрачивать их просто так, наверное, не стоит. В следующий ход я взял бы еще опять снова карту какую-то, например, вот эту, обратно свою же вместе с правами, и разыграл бы себе вот эту штуку,
положил бы трешечку вот сюда. Вы не обязаны полностью заполнять каждый уровень своей тележки, своего рюкзака или своего велосипеда для того, чтобы начать строить следующий. То есть я мог бы, в принципе, ее выложить и вот сюда вот. И тогда я отметил бы здесь сразу, что у меня уже пошел второй уровень. Но как бы она сюда хорошо вкладывается, поэтому почему бы нет. Постепенно, в ходе игры вы наберете себе целую пачку карт. Они у вас будут лежать в сбросе. И таким образом вы выстроите себе раз, два, три, четыре, пять, шесть. Несколько уровней. Главное, чтобы ни одна из племенушек у вас не надвисала, потому что если вы хотите положить ее на то место, где у вас будет дырочка, вам придется взять вот такую штучку. Это пустая даба. Она занимает место и приносит вам минус 2 победных очка в конце игры. Но вот когда вы выстроили у себя все, как бы карты в игре в этой колоде закончились, вы доигрываете у себя карты и переходите к второй части игры, ко второму этапу. И он, на мой взгляд, не менее интересный, чем первый. То есть если первый у вас это такая игра в полимино и в набор карт, то во втором вы начнете понимать, для чего вам нужна нижняя часть вот этой каждой карты. Вы переворачиваете полностью свой планшетик вот этот вот. Выставляете своих товарищей на 0. Размещаете специальные жетончики по форме. И после этого берете карты, которые вы сыграли за всю игру. Вот этих вот уже карт здесь не будет. И здесь начинается интересное. Каждый игрок смотрит свой верхний ярус, и мы начинаем с того, у кого самый верхний ярус. Допустим, у меня ярус 6, а у других игроков на 6 ярусе ничего нет. Все игроки все равно разыграют по одной карте, и другие игроки бы явно разыграли бы карты с ноликами. То есть вот такую вот и вот такую вот, для того, чтобы не начислять дополнительные очки мне. А я бы хотел бы разыграть себе карту красную. Вот так вот. После этого мы карты эти вскрываем. И смотрим. Синяя у нас поехала на 1, красная поехала на 2. Это значит, что на этом ярусе, на 6, каждая клеточка, которая занята красной дабой, принесет нам 2 очка. Итого я получил 8 очков. И я двигаюсь сразу на 8 очков. Эти штучки можно уже убирать, они больше не пригодятся в игре. Эти карты также сбрасываются, и мы переходим к следующему ярусу. Следующий ярус 5, и вот здесь начинается интересно. Если на 5 ярусе у игроков каких-то тоже были зеленые фишки, им, конечно, будет выгодно накидать плюсы в зеленую. С другой стороны, они уже смотрят, что у меня уже победных очочков сколько-то есть. И, возможно, не самый лучший вариант накидывать на зеленую, если кроме этого у них есть еще какие-то фишки, например, там синие, или желтые, или красные, как бы в том же самом ярусе. Возможно, какой-то из игроков не захотел бы увеличивать даже за счет себя мне количество победных очков, потому что у меня, например, здесь стоит 4 клеточки, а у него всего 2. И он не будет играть зеленые карточки. Плюс дополнительно еще есть всякие жетоны чая, которые можно добавлять к своим картам, и тем самым снижать стоимость зеленых фишек в этот ход. Рано или поздно у вас будут ярусы, где могут быть фишки разных цветов. И здесь вам нужно будет уже считать и выбирать. Вот, например, смотрите, вот у меня здесь 4 зеленых и 2 желтых. И я смотрю, у того игрока 4 зеленых, а у этого 3 зеленых. И если я, например, буду накачивать себе зеленый цвет, то, возможно, ничего хорошего из этого не выйдет, потому что другие игроки получат только больше. Но немножечко я все равно хочу получить за него очков, и я сыграю такую карту, закрытую, конечно, пока там не откроется, для того, чтобы получить по 2 за каждый желтый и по 1 за каждый зеленый. И таким образом мы идем по каждому ярусу. По каждому ярусу игрок принимает решение, будет ли он увеличивать ценность каждого цвета в этом ярусе или нет для себя, и смотрит на то, что делают оппоненты. И здесь мы возвращаемся к одному важному моменту игры. Во-первых, когда вы берете карты, вам нужно также смотреть не только на верхнюю часть, но еще и на нижнюю. Если у вас очень много было синего на каком-то из ярусов, было бы здорово взять карту, которая, может быть, вам сейчас и не принесет полезную полиминошку, но в конце игры при подсчете очков сделает ваш ярус достаточно ценным. С другой стороны, также хорошо смотреть на других игроков, что они кладут на каждый из ярусов. И если вы видите, что на втором ярусе у этого игрока он немножко убежал вперед много зеленых, то, возможно, было бы неплохо, в принципе, себе ярус второй строить тоже из зеленых, потому что он явно будет форсировать его стоимость и ценность. Ну и сразу в игре в коробочке лежит несколько дополнений, первое из которых позволяет модифицировать вот эти вот ряды и сделать какие-то ряды более ценными, какие-то менее ценными, там подкладывать специально такие жетончики, которые увеличивают или уменьшают его, и карты с дополнительными целями, где вы будете получать победные очки за самую высокую добавалу, или, например, за самые заполненные ряды, или за разнообразие цветов у себя на вашей тележке. Игра довольно-таки простая по правилам, играется достаточно быстро, играть в нее могут даже дети, и при этом каждый игрок может найти себе в ней что-то свое. Как бы кто-то будет больше любит торговаться и хитрить во время второй фазы, кто-то любит полиминошки во время первой фазы. И даже здесь интересно то, что не обязательно выстраивать самую высокую башню, потому что когда вы строите высокую башню, в каждом ряду, скорее всего, у вас будет не то чтобы много клеточек занято
цветами, которые вы хотите. А вот застроить целый ряд жетонами одного цвета, а потом сильно сыграть в него, и чтобы при этом желательно никакой игрок не сыграл против вас чая, на это может получить очень много очков. То есть не всегда как бы хорошо идти вверх, особенно если вы не играете с заданием, которое дает вам очки дополнительные за самую высокую построечку. Но при этом это интересно, и каждая вот из этих тележек дает вам немножко разный игровой опыт, в зависимости от того, на какой вы играете. То есть вот это вот достаточно такая сложная штука. Вот эта штука еще сложнее, на мой взгляд. А вот это две достаточно простые, и здесь можно творить практически все, что хочешь. Полиминошки выкладываются на них достаточно просто. Но впихнуть вот сюда, вот, например, вот эту вот любимую всеми тетрисоводами штучку, да так еще, чтобы оставить себе чай с нужной стороны и потом воткнуть туда еще что-то, полиминошки делались все не для того, чтобы вам было просто, а для того, чтобы как бы вам было интересно. И поэтому подпихивать сюда какую-то полиминошку, ну разве что войдет вот это, ну тогда вы уже себе здесь клеточку оставляете. И еще сюда надо что-то положить. Поэтому, если вам нравятся игры с пространственными головоломками, если вам нравятся игры с удобными компонентами и многофункциональными картами, Dabawala — это штука, которую стоит попробовать для вас. Тем более, это уже не первое издание игры, она уже, можно сказать, такая более-менее настольная классика. Ну и это все, что я вам хотел рассказать на сегодня. С вами был Юра, вы смотрели Geek Media. Всем пока!